И всем привет, вы на канале Польза Лайф. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Poco X7 Pro. Вот это лимитка его, это просто X7 Pro. И это еще одна расцветка X7 Pro. Мы все это дело будем прожаривать на канале Польза Стримы. К слову, лимитку мы уже прожаривали. И вы думаете, это одинаковые смартфоны. Но нет, сейчас я вам расскажу, почему не одинаковые, расскажу, в чем лайфхак у Poco. Сейчас у нас съемка в 4К 60 FPS, плюс автоподстройка частоты кадров, разумеется, отключена, плюс здесь последняя прошивка, но не самая последняя, вот это как раз и магия, потому что вот здесь самая последняя прошивка, здесь у нас восьмерочка. А там, где он выбивает 1 430 000 баллов Antutu, в своей личной телеге я, разумеется, скину уже все эти дела с тем, в чем разница в Antutu, почему в X7 Pro глобальном, ну он Poco весь глобальный, не лимитки, стоит как раз прошивка уже последняя, потому что он более стабилен. И мы будем жарить сегодня не лимитку. Так что приходите на канал для стримов и смотрите полноценный обзор лимитки на основном канале. Скорее всего, будет еще полноценный обзор не лимитки на основном канале чуть-чуть позже. Думаю, в 20-х числах там 10 причин купить. Ну, стандартно все для того, чтобы получить максимальное количество просмотров. Сейчас вы видите, как это дело снимает в 4К 60 FPS. Разумеется, это предел. Разумеется, сейчас он выбивает 1 400 000 с лишним баллов в Antutu. Лимитка. Этот в X7 Pro, это сразу спойлер, он выбивает, по-моему, 1,6 миллиона, 1 556 тысяч, 1 556 000. То есть 1,5 миллиона, 1 700 000 не выбивает, и 1 430 000. Как сделать больше, я знаю, нужно, но это как бы вот просто без чехла, не на зарядке, просто в режиме высокой эффективности, ускорение не включено особое. Я знаю, как включить еще больше выбить, но вполне возможно, кстати, это делалось вообще. Не будем говорить, как это делалось. В общем, смысл в том, что Poco X6 Pro выдает 1 400 000 и X7 Pro Limited Edition, которая на следующей прошивке, не на вот этой, на которой я сейчас снимаю, на 8-й, это 7-я, выбивает уже 1 400 000. Этот 1,5 миллиона с лишним. Так вот, что я могу вам рассказать. Первое. По съемке. Снимать аппараты стали уже неплохо. Steady Shot работает в 1080p, 60 FPS. Это обычная съемка на жестком штативе. Уже солнышко начинает уходить. Мы сейчас как раз увидим закат, легкая дымка. И в тех же условиях я сегодня еще снимал, вот смотрите, основа и X6 максимум. Ультраширик здесь печальный, 1080p 30 FPS. То же самое касается фронталки. Здесь она не печальная, но 1080p 30 FPS, в отличие от той же фронталки у Poco X7. Потому что у Poco X7 фронталка 1080p 60 FPS. И сходу я не буду рассказывать вам про то, что там 3 цвета, всегда чехол в комплекте, у лимитки нет зарядки, у обычных есть зарядка. $250 сейчас он стоит, ну то есть 27 000 рублей. Это прям вау, цвет, блеск, красота, жир, надо бежать брать. А расскажу чуть-чуть по-другому, что этот смартфон не в металлической рамке, у него нет 1080p 60 FPS, как у младшего его собрата Poco X6, Poco X7 на фронталке, и нет eSIM. У Poco X7 есть eSIM, и это очень странно. Может, они как-то программно его выпилят, X7, или программно добавят, и здесь модуль есть в X7 Pro. Но вот так, это вот сходу. Разумеется, X7 вообще другой, он внешне выглядит совсем по-другому, потому что у него не прямые грани. Здесь у X7 Pro прямые грани, это безумно круто. Я люблю прямые экраны, и жаль, здесь только мини-джека какого-нибудь нет, или направленного микрофона, чтобы они такие фишки добавили. Вроде здесь IP69, где-то информация IP68. Я этот смартфон топил, не этот конкретно, но лимитку. Этот я тоже обязательно потоплю. И он у меня выжил. Лучше их не топить, для этого существуют специальные чехлы, как в аквапарках специально вот эти кармашки продаются. Потому что, для примера, с IP69K у меня Vivo X100S утонул. А еще Flip 5 от Samsung, еще много чего. И Nubia ZTE Z60 Ultra тонула, тоже с IP68. Поэтому вот эти все рассказы про то, что защита от влаги есть, лучше аккуратнее, как минимум.
Что я могу сказать по поводу этого смарта? На данный момент оптимизация процессора хуже, чем у Poco X6 Pro. В моей личной телеге я уже тестировал, допустим, я хотел сегодня погонять его в Warzone, а в Warzone от Activision он не врубается, хотя игроков там эгегей сколько, мягко скажем, прям ультра много. Если говорить про, допустим, PUBG New State, он даже в 90 FPS при минимальной графике максимальную там не выставить не держит. Если это вот сегодня, понятно, что его будут допиливать, еще что-то. Если говорить про Genshin Impact, 1,5 миллиона баллов в Antutu теплоотведения я не понял какое, почему, потому что он сбрасывает яркость ниже 400 люксов даже, и это нехорошо. То есть отсюда вот эта вся автономность довольно приличная. Опять же, если мы открываем PC-Mark, вот это и магия. Ты берешь PC-Mark, он гоняет его в не супер тяжелых задачах, имитируя как раз великолепные наши игрули. Не игрули, а в основном серфинг в интернете. И очень хорошо это заметно на вот таких вот устройствах. Смотрите, 7 часов 6 минут. Почему? Потому что пиковая яркость здесь 1700 люксов, а на максимальной, когда он выдает 1100, PC-Mark ему не дает ее сбрасывать. То есть он просто грузит не очень сильно процессор, просто не перегревается, но экран яркий. И за счет того, что экран яркий, он ест очень много и очень быстро. И вот все эти супер-супер-мега долгие и мучительные 120 Гц и максимальная яркость превращаются в тыкву. Если ты используешь на минимальной яркости, окей. То же самое касается шима. До 50, до 40, до 30% все волшебно. Только ты начинаешь задирать яркость, точнее опускать яркость супер низко, посмотрите, там получается не все суперски, к сожалению. Но снова я вам про всякие такие особенности расскажу, а все остальное там супер-супер крутые вещи. Про то, насколько он великолепен, вы узнаете в других обзорах, хорошо? Так вот, давайте прозумируем. Классно он снимает для своей стоимости. X6 плюс еще здесь такая определенного рода дымка. Повторяюсь, автоподстройка, частота отключена. Это дымка, это не обычные условия, ну, на 90% обычные, а так это дымка. И если говорить про данный девайс, то мне понравилось и как он снимает и фото, и как он снимает видео. И самое прикол, я его сравнивал с 14T другой ценовой категории. И эта другая ценовая категория, ну, я бы не сказал, что его ушатало. Почему? Потому что 14T стоит уже не $270 вообще никак. И в целом, учитывая скорость его зарядки, а он довольно быренько у нас заряжается. Да, беспроводной зарядки нет, ну, что неудивительно за эти деньги. Да, у него есть определенные проблемы с тачем в играх, но вот сейчас я приду к самому неприятному. И нет, это не то, что здесь есть все бенды, агрегация частот, это глобалка, и сразу у вас идет чехол в комплекте, и зарядка на 90 ватт, и все круто, еще и лимитки есть. Датчик приближения, они его оставили виртуальным, и по мне, ну вот когда я ругаю Realme, они оборзевшие со своими ценами на смартфоны с непонятно какими процессорами, которые продаются просто через рекламу. Но датчик приближения у Poco виртуальный, это дичь. Что бы там ни говорили, его там откалибровали супер, еще что-то, ну я не знаю. Это как бы в зависимости от того, что ты хочешь. Хочешь рассказать, что он классный теперь виртуальный, хорошо. Я считаю, что виртуальный датчик приближения здесь не классный. Если кто-то может меня поправить и скажет, у меня виртуальный датчик, у меня до этого были физические датчики, и этот виртуальный лучше, напишите, я буду только рад, если вы в комментарии укажете. Либо, что виртуальные датчики это уже как минимум не камильфо. И помимо вот этих вот прелестей с виртуальными датчиками, довольно специфического отношения с, кстати, яркостью, здесь такой же прикол, как на OnePlus 13, отключена автояркость, ты на него начинаешь светить, и он яркость повышает. И притом рандомно может понижать. То есть ты дневную яркость выставляешь, 10-15 секунд работаешь в системе, не в играх, ничего. И он ее так, пух, и скидывает. И ты такой,
Да ладно. Примерно вот так. И не металлическая рамка, убогая фронталка, нет eSIM относительно X7. Это если на землю так опуститься. Повторяюсь, в отличие от Realme, у них реальные ценники, но датчик приближения печален. Что-то еще забыл, помимо тача, который в играх работает не очень хорошо. Так вот, да, если даже тач в играх настраивать, пока ничего хорошего в этом нет. Оптимизация игр пока под данный процессор нулевая. И пока я не вижу вообще разницу с старым процессором. Может, вы мне напишите, что Сань, ты просто не понял. Ты просто не понял. По-настоящему это просто монстр. А я хочу к тому прийти, что Poco X6 Pro топчик еще. И смысла его особо менять нету. Он идет сразу на HyperOS второй версии, Android 15 версии. То есть у нас поддержки EEG еще сколько, на 2 года вам X7 Pro точно хватит. Вот. Пока говорил, я 100% что-то важное забыл. Смотрите обязательно полноценный обзор лимитки на канале, потом прожарки. По поводу шима уже сказал. По поводу защиты от влаги тоже, в принципе. По поводу зарядки тоже, что и чехол есть, и зарядник. В лимитке зарядки нету, есть только кабель и там супер старковская блямба, что ключ для извлечения сим-карт. Если говорить про скорость Wi-Fi и всего остального, все хорошо. Симки ловят отлично. У меня. У вас может быть как-то по-другому. Сканер отпечатков пальцев стандартный, можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца завести. Ультраширики почти везде печаль. А по поводу фронтала, кстати, я не сказал, что несмотря на то, что 1080p 30 fps, очень даже неплохо. И основной модуль очень тоже даже неплохо отрабатывает. Я сейчас стал в полноценные обзоры вставлять в конце еще съемку на сам смарт. И решайте для себя, стоит это дело того или нет. То есть для съемки, может быть, его уже и стоит выбирать. Если говорить про дизайн, мне он лично нравится. Прямые грани, по мне, это классно. Но самый прикол, правильно заметили владельцы Poco X6 Pro. Какого-то лезшего у Poco X7 Pro рамки больше. И, ну, если с корпусом смотреть, это, конечно, тоже странно. То есть проц плюс-минус такой же, оптимизация пока нулевая. Рамки больше. Ну да, 4К 60 FPS есть на основном модуле. Притом на фронталку можно завести что-то бодрее. Бодрее можно. Но они не заводят. Может быть, потом с программным обеспечением, с обновами что-то прилетит. Ну и со следующим обновлением, как мы узнали из лимитки, проц становится придушен, чтобы он меньше расстраивался, мягко скажем так. В целом, если что забыл, можете дополнить. Потому что девайс, в принципе, очень даже неплох. В отличие от X7, повторяюсь, он пришел на Android 15 и HyperOS 2, а Poco X7 вообще пришел на Android 14 и HyperOS 1, то есть минус одно обновление всего. И в плане живучести Poco X7 вообще ни о чем, 600 тысяч баллов в Antutu, пусть они сами юзают эти закругленные края. Так вот, по смартфону. Poco не топчется на месте, потому что что-то они меняют, что-то они, к сожалению, не меняют. Это как раз конкретно датчик приближения. И это печально, потому что если бы с этим было все хорошо, можно было бы танцевать. Но он очень сильно все для многих перечеркивает. Повторяюсь, если вам это дело заходит, можете написать. Инфракрасник есть, к сожалению, нет мини-джека, к сожалению, никаких там карт памяти. Для многих это уже атовизм. Девайсу от меня все равно за 250 баксов однозначно да, если у вас нет Poco X6 Pro. Если есть Poco X6 Pro, ну я не знаю, зачем вам нужен Poco X7 Pro. Плюс-минус те же тапки. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, делать ли еще обзор одним кадром, потому что я хочу, может, на лимитку, когда еще допилят, сделать. Будет еще много всего по Poco. Стоит ли он своих денег? Да. Будет ли он дешевле? Но это зависит от... В долларовом эквиваленте, ну, на 10 долларов, ну, на 20. Ну, точно не меньше, потому что они запихали сюда, ну, вот прям по максимуму всего. Но почему обрезали какие-то моменты, непонятно, в отличие от семерки. Может, чтобы семерку хоть как-то брали. Приходите на прожарку, повторяюсь. Добра и удачи вам, дорогие друзья.